А вот когда, я еще раз, я знаю, многим, наверное, не нравится это слушать, когда украинские войска войдут в Крым, а кто будет вообще? Там будут проблемы серьезные. Путинская депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое в отношении русского населения. А кто будет его защищать? Путин будет его защищать. Вот как раз здесь, мне кажется, есть большой простор для деятельности создаваемого нашего сообщества. Потому что мы в итоге должны распространять зону своего влияния на разные аспекты, извини, скажу, русского мира. Ну, мы понимаем, конечно, русский мир звучит сегодня ужасно. Ну, в данном случае мы так же, как мы говорим, что да, вот, ну, русского мира без кавычек. Нет, будут ли говорить там, когда вот первый панель разговор, будут ли говорить там в Украине по-русски? Ну, опять мы не знаем, но пол-Африки говорит по-французски, пол-Африки говорит по-английски, между прочим, как говорится. На самом деле, это же вопрос того, насколько мы сумеем сделать это экономически привлекательным, целесообразным. Вот. Потому что почему мы должны отдавать им русский мир, почему мы должны отдавать им русский язык, русский, вообще, вот, вообще все, как говорится, идеи, которые связаны с продвижением прогрессивного всего. А вот, например, Минюст продолжает работать и вносить людей в списки иностранных агентов, и, может быть, тем самым возвращает к себе нормальность, еще вот возвращает себя в те золотые времена, когда Минюст был главным актором и ньюсмейкером, и все, затаив дыхание, ждали пятницы, чтобы узнать, кого еще внесли в этот список. Да. Вот Гарри Кимович, собственно, вчера в этом контексте в новостях тоже фигурировал. С Михаилом Ходорковским, да. Оба совершенно внезапно попали в этот список. Ну, то есть, не знаю, как у вас, но у меня в первую секунду была реакция, что только сейчас. Вот, казалось, что уже давным-давно действительно они попали. И если Гарри Кимович готов подключиться к нам, то можно вывести его на экран. Да. Вот, а мы вас и спросим, Гарри Кимович, как вам кажется, почему так долго тянули с включением вас в список иноагентов? Не знаю, сам удивляюсь. Не знаю, может быть, как-то хотели все-таки обойти стороной, все-таки чемпион мира бывший, ну не знаю. Но показать-то, что случилось в один день с Михаилом Ходорковским, это как раз совпало с нашим объявлением вчерашним о создании Российского комитета действий. Честно говоря, вы выглядите довольно радостным. Вы скажите, вот вы скорее в группе тех, кого признали, и он не считает это серьезным, или в группе тех, кто все-таки понимает серьезность признания себя иноагентом? Нет, во-первых, неудобно уже не иметь признания такого на сегодня. Понимаете, как даже как-то странно выглядело, что у меня не было этого почетного звания. Много было почетных званий, но вот этого не хватало. Вот. Ну а что такое серьезность? Я 10-й год уже живу в эмиграции. Как они меня там собираются называть, меня совершенно не интересует. На мои высказывания, на мои действия этот очередной знак отличия от путинского режима никак не повлияет. Но просто удивительно, что это случилось действительно в один день с Михаилом Ходорковским. Вот, как бы, мы решили отфиксировать новую реальность, потому что мы сейчас работаем в этом проекте Российского комитета действий. И вчерашняя конференция вильнюсская, видимо, их сильно задела. Потому что как еще можно объяснить, что именно вчера, когда мы провели конференцию, объявили о своих планах, Минюст так только озаботился тем, чтобы присвоить нам статус, которого нам так сильно не хватало. Гарри Кимович, к вопросу о антивоенном комитете не могу вас не спросить, потому что в контексте вашей конференции возникла новость о хороших русских. Можно услышать ваш комментарий? Как вам кажется, нормально звучит паспорт хорошего русского? Ну, давайте так, отделим форму от содержания. Значит, давайте, что такое паспорт хорошего? Да, паспорт хорошего русского – это некоторый мем, который бросили люди, никакого отношения к проекту не имеющие. Проект достаточно, как говорится, был задуман как с самого начала, как попытка дать возможность большому числу, сегодня это мы говорим про сотни тысяч, российских мигрантов, которые находятся сегодня за рубежом, в основном в Европе, возможность делать такие важные для иммигранта вещи, как там, открывать банковский счет и получать, скажем, визы. Передвигаться по Европе, по Евросоюзу. Никакой паспорт, конечно, мы выписывать не можем. Но у меня уже были встречи с представителем Евросоюза, и с польским премьер-министром, и с министром иностранных дел Румынии, и с руководителем, спикером Сейма в Литве. Еще ряд встреч сейчас планируется, на которые мы говорили о том, что
этой категории граждан России, которые хотят дистанцироваться сегодня от путинского режима, необходима какая-то форма политического представительства. А Европу тоже этот вопрос заботит, потому что их много, и они как-то разбросаны, и надо как-то все это соорганизовать. И нам кажется, что декларация, которую мы предложили, довольно простая декларация из 3 пунктов. Это признание преступной войны в Украине, нелегитимность путинского режима и территориальная целостность и суверенитет Украины. Это те 3 пункта, подписание которых позволяет себя дистанцировать от людоедов. То есть вот стать европейским русским, как хотите, называйте. А дальше появляется вся эта интернет-пена с хорошими русскими, с паспортами. И мне кажется, большинство людей просто не поняло, о чем идет речь. Потому что, на мой взгляд, это совершенно естественный процесс соорганизации большого количества наших соотечественников, которые сегодня не просто живут за рубежом, но вынуждены жить, но и не хотят ассоциировать себя с фашистским режимом Путина. То есть я правильно, во-первых, такой короткий вопрос задам, что вы таким термином на форуме или там между собой не оперируете паспорт хорошего русского, что это там выдумка каких-то журналистов, и они вот это сами бросили. Дмитрий Гудков фактически своими словами. Потому что слышал, я примерно, читал это, по крайней мере, от Дмитрия Гудкова. То есть употребляется вот само только словосочетание паспорт хорошего русского? Мне кажется, оправдывается. Значит, термин, я не знаю, кто его придумал, на самом деле. Потому что, как бы, вот, у меня такого день никогда не было, мне скажем, если говорить, то мне нравится, например, больше европейский, русский. Но опять, давайте отделять форму от содержания. Содержание, повторяю, это попытка соорганизовать жизнь наших соотечественников. В том числе, вот у вас есть вид на жительство? В процессе, будем так говорить. В процессе, да? Да. Ну, вы понимаете, да, что с российским паспортом, у вас российский паспорт? Да. Да. Ну, вы понимаете, что у вас будут определенные проблемы сейчас, потому что и в Литве, и во многих других странах Европы сегодня возникают препоны из-за общего санкционного режима для таких, как вы, получить вот те необходимые документы, которые позволили бы нормально жить. Ну вот смотрите, Гарри Кимович, простите, неужели вам не нравится то, что будет довольно простой способ как бы дистанцироваться от тех проблем, которые сегодня, естественно, связаны с санкциями. Вот конкретно про это и был вопрос. Про это был вопрос, Гарри Кимович, потому что если сейчас, тем не менее, все-таки мы вынуждены периодически погружаться в эту интернетную пену, идет обсуждение довольно важного этического вопроса. Все-таки комитет антивоенный. И нет ли здесь, как вам кажется, вот такой этической дилеммы? И в первую очередь, наверное, нужно пытаться остановить войну и уже во вторую заботиться о всяких разных проблемах людей, эмигрировавших из России. Нет такой проблемы, как вам кажется? Во-первых, это комитет действия, который вырос из антивоенного комитета, это все-таки более камерная структура, которая занимается конкретным вопросом. А во-вторых, с каких пор надо заниматься одной проблемой и игнорировать другую? Что касается остановки войны, то уточните, пожалуйста, вы как Макрон хотите войну остановить или хотите, чтобы Украина выиграла? Пожалуйста, зафиксируйте позицию. Я считаю, единственное возможное окончание войны – это победа Украины. Мне просто интересно. Так, давайте тогда остановимся на этом термине, Остановка войны сегодня это термин кремлевской пропаганды, который пытается затормозить войну на этих условиях. Вот, давайте тогда, победа Украины. Идем дальше. Прекрасно. Так. Кстати, вы готовы признать, что Украина является суверенным государством, в которое входит Крым и Севастополь? Конечно. И мы говорим об этом в эфире постоянно. Все, тогда нам не о чем спорить. Все, что мы хотим сегодня, чтобы такие, как мы с вами, зафиксировали, что мы не имеем ничего общего с людоедским режимом, который сегодня творит чудовищные преступления в Украине. И это позволит нам обращаться к европейским дружественным странам с просьбой выдачи какого-то электронного документа, позволяющего решать нам всем наши, как говорится, бытовые проблемы. В этот список не могут попасть те люди, которые находятся уже под санкциями. Санкционные списки, американские, канадские, украинские, европейские, вот эти все санкционные списки, они будут препятствием на пути входа в эту базу. Все. Никаких других здесь задних мыслей нету, нет никаких специальных органов, которые проводят отсев людей. Мы просто пытаемся наладить контакт с дружественными европейскими странами для того, чтобы соорганизовать сотни тысяч, а может быть уже и больше миллиона наших соотечественников, которые оказались сегодня в такой ситуации.
Сложный вопрос, тем не менее, у нас, к сожалению, почти не осталось времени, да не то чтобы почти, а совсем его не осталось. Спасибо большое, тем не менее, Гарри Кимович Каспаров, за то, что мы обсудили этот сложный вопрос. Спасибо. Надеюсь, что еще не раз вернемся к нему в эфире, тем более, что после... Не забудьте декларацию подписать. Это важно, мне кажется, чтобы зафиксировать свою позицию. Ничего общего. Мы ее фиксируем каждый день. Добежим в конце рабочего дня, да. В нашем Нет, эфире. подпись, знаете, Подмахнем. для европейцев важна подпись. Все-таки бюрократия.